Здравствуйте, подписчики и новые слушатели. Это канал о мистике из реальной жизни. Истории присланы подписчиками и найдены на просторах интернета. У многих авторов жанра о мистике озвученные истории тоже взяты из интернета и, естественно, могут дублироваться на других каналах, неосознанно и случайно. Никто из авторов этого жанра не мониторит друг друга на повторе историй. Все источники озвучиваются в видео. Хочу предупредить о том, что скорость звуковой дорожки увеличена. На это есть веская причина. Кому не хватает интонации и расстановок, может в настройках поменять скорость воспроизведения. Это для тех, кому кажется, что я озвучиваю тоном, которым ругаются учителя. Напоминаю о просьбе смотреть каналы российских авторов через VPN. Иначе YouTube оплачивать за их труд не будет. Часовой ролик требует работы около 4 часов. Я думаю, что это заслуживает благодарности. А также просьба ставить лайки и грозные дизлайки, на которые вы потратите меньше секунды вашего времени. Итак, let's go. Дверь в другой мир. Автор Андрей Ядок. Эта история произошла со мной в детстве. Все мы в детстве любили играть в прятки. Так вот, когда мне было лет 5, мы с братом были в гостях у родной тети в деревне. И как все дети придумывали разные игры, чтобы было весело и интересно. Тогда еще ни интернета, ни мобильных телефонов не было. И вот в один из обычных летних дней мы с братом играли в прятки. То он прячется, я его ищу, то наоборот. Когда в следующий раз настала моя очередь прятаться, то я решил спрятаться в маленькой кладовке, в доме за домашним инвентарем. Но когда я открыл дверь, то я сперва удивился тому, что увидел, а уж после испугался. Когда потом в детскую голову дошло, что могло случиться. И вот, когда я открыл дверь, то вместо обычного инвентаря в кладовке я увидел перед собой ступеньки. Их было много. Они уходили вниз, и вдалеке вначале виднелось 2 силуэта. Помню, что один взрослый, один детский. И тот, который взрослый, когда увидел меня, начал махать мне рукой, звать к ним. Вот тогда я испугался, закрыл дверь и выбежал на улицу. Не знаю, что со мной было бы, если бы я пошел туда вниз. Что это было тогда? Вход в другой мир? Что-то еще? Больше такого со мной не происходило. Может, и хорошо. Когда пришла тетя с работы, я ей рассказал про это. Вместе мы пошли открыть дверь в ту кладовку. Там был обычный инвентарь. А тетя меня назвала сказочником. Хотите верьте, хотите нет. Глаза на стене. Автор юзер 163. В детстве, когда мне было 8 лет, из-за смены места жительства мы некоторое время ужили в маминой бабушке в маленьком поселке. Это был небольшой 5-стенный дом с 2 жилыми комнатами. В одной комнате столовой была большая русская печка. На ней спала бабушка. А в другой большой комнате расположили 3 наши кровати вдоль 2 стен. По стенам развешаны ковры. Отец работал в другом городе на стройке, и мама спала с младшим полугодовалым братом. Их кровать была рядом с моей. Старшая сестра спала в кровати у противоположной стены. Однажды ночью, когда было далеко за полночь, я вдруг проснулась от того, что кто-то пристально смотрит на меня. Было очень неуютно. Я села в кровати и огляделась. На ковре, который висел на противоположной стене, над кроватью сестры, появились 2 огромных глаза. Они были настолько большими, как если б лицом человека был целый ковер. Они были синего цвета и, не моргая, глядели на меня. Я оцепенела от ужаса. Потом, минуты 2 спустя, я, не отрывая от них взгляда, слезла с высокой железной кровати и сделала несколько шагов в сторону к матери. И в этот момент глаза посмотрели вниз на сестру, потом опять на меня и закрылись, то есть пропали. Я постояла еще немного у маминой постели и вернулась в свою. Натянула на голову одеяло и слушала стук своего сердца. Уснула только под утро. А утром мы узнали, что умерла наша другая бабушка, папина мама. Я никому никогда об этом не рассказывала, но помню об этом так же четко, как будто это было вчера. 3 фигуры. Автор Мемора. Этой жуткой историей поделилась моя бабушка. История будет коротенькая. В одно время я очень увлекалась рассказами о всяких сущностях, домовых и прочих. Соответственно, выпытывала у родных, не знают ли они чего случаем.
Или, быть может, с ними случалось что-то подобное. В свою очередь мама поведала мне рассказ. Была у нее двоюродная бабушка, звали ее Тася. Было ей на тот момент лет 7. Маленькая была. И вот спит она и сквозь сон слышит шум, шорох, глаза открывает, а у нее в ногах 3 фигурки стоят. Большая, средняя и маленькая. Считается, что нужно спрашивать в таком случае к худу или к добру. Что она и сделала. Они все разом протяжным голосом сказали «ху» и исчезли. Через какое-то время умерла бабушка моей прабабушки Таси. Затем тетя, а последняя ее маленькая сестренка. Камень у обочины. Автор Red Scorpion. Источник сайт Фостор.ру. Каждое лето меня отправляли к бабушке в деревню, которая находилась в Тверской области. Я, конечно, не хотел. Но вот сейчас всегда вспоминаю, как там было здорово. Красивая местность, воздух и природа. И друг мой, Володя, меня все время ждал. Летом собиралась веселая компания из местных и приезжих ребят. Мы ходили купаться, гуляли. И вот в очередной мой приезд, где-то в 88-89 году, я обратил внимание на огромный камень, который стоял на обочине дороги. Стало интересно, откуда он, причина его появления. Мой друг не очень охотно отвечал, но потом рассказал, что в этом месте был найден труп молодого человека. То ли его на этом месте сбили автомобилем, то ли его выбросили, неизвестно. Но после этого неприятного случая на том самом месте был поставлен огромный камень. В итоге я ничего вразумительного не узнал. Владимир только сказал мне, что ночью плачет там кто-то, да так жалобно и страшно, что сердце кровью обливается. Ну, конечно, я-то очень смелый, посмеялся над рассказом друга. Но всякий раз днем, проходя мимо камня, мне как-то не очень спокойно на душе было. Камень был действительно большой, с надписью типа «Любимому сыну» или «Спи спокойно». Я не стал читать надпись. Как-то было не по себе, и не очень-то и хотелось. На время отпуска приезжала моя любимая тетя, которая очень любила всех поучить и повоспитывать. Особенно в этом плане вечно везло мне. Я получал массу удовольствия, в кавычках, внимания и ласки от тети. Для информации смотри мультфильм «Малыш и Карсон». И вот наступал долгожданный момент, когда любимой тете надо было ехать домой. Самое интересное, что уезжала она на поезде, который шел только поздно ночью. А от деревни до вокзала было около 10 километров. Автобусы не ходили по ночам, такси не было. И люди кто как добирались на место отправления, кто пешком, в редком случае мотоцикл или на счастливом обладателе авто. Любимая тетя решила добраться с комфортом и выбрала дедушкин велосипед, но как средство перевоза 2 больших сумок. И в качестве сопровождающего был выбран я. Как только узнал, сразу начал подумывать, а как мне уклониться от этого ночного путешествия. Не вышло, так как сразу был обвинен тетей во всех смертных грехах. И даже в том, что вдруг на ночной дороге ее съедят злые и голодные волки. И в этом буду виноват только я. 12-летний опытный охотник на волков, которых и не водилось уже давным-давно, а также неустрашимый и неудержимый ночной воин. Володя весь день подшучивал надо мной, а к вечеру стал рассказывать всяческие страшилки, периодически заостряя внимание на камне у обочины. Моя смелость ближе к ночи и долгожданному путешествию, в кавычках, таяла. И вот он, близкий час выхода. Мой друг на дорожку мне сказал: «Не вздумай подходить к камню, не останавливайся, проезжай мимо как можно быстрее». Вот это действительно настоящая дружеская помощь. С такими мыслями я пошел собираться в путь. Вывел велосипед из сарая, зашел в дом за тетей и сумками. Выслушал лекцию о том, что надо рано ложиться, и нечего до полуночи гулять. С виноватым видом закрепил сумки на велосипед, и мы пошли. Дорога была широкая, асфальт на удивление ровный. Правда, освещение не радовало, было темно и жутковато. Я как мог пытался себя развеселить, но тетя была занята нравоучениями. Подходя к камню, я начал испытывать непонятное беспокойство. И вдруг раздался тихий стон, такой жалобный, у меня мурашки по спине побежали. «Что это? Ты слышал?» – спросила меня тетя. Она прекратила беспрестанно говорить и замолчала. Стон повторился. Я вида не показал, но чуть не выронил велосипед. «Да птица это кричит!» – как можно смелее ответил я. «Да что-то не похоже на птицу. Пойдем скорее, а то опоздаем», – сказала тетя.
Я ускорился, тетка тоже поспешила. Стон еще раз раздался и затих. Минут через 10 тетка отошла и вернулась к своим нравоучениям. Дальше мы добрались до вокзала. Там я немного забыл про происшедшее. Около 3 утра пришел поезд. Я попрощался с тетей, пожелал ей доброго пути. Сел на велосипед и помчался домой. Ночь, тишина, пустынная дорога. И вот я еду около камня. Подъехал к нему и зачем-то остановился. И тут раздался стон, такой тихий и жуткий, что я стал испуганно озираться по сторонам. Посмотрел на камень, темно, кусты, ничего не видно. И снова в тишине прозвучал стон, но уже громче. Мне стало не по себе. В голове мысль бьется. Нафиг я остановился. И вдруг как будто холодный ветер прошелся по лицу. А стояла безветренная ночь. Я громко выругался от испуга, вскочил на велосипед и помчался в сторону деревни, с огромной скоростью крутя педали. Совсем не было желания оборачиваться, так как стон стоял в ушах. А еще представлял, что за мной летит страшная тень, или кто-то сидит на багажнике сзади. Так быстро я не ездил никогда. Молитв я еще не знал, только вспомнил «Господи, помоги». Отдышался только возле дома, быстро лег в кровать, накрылся одеялом. И все представлял, что кто-то темный наблюдает в окно за мной и тихонько стонет. Вот прошло столько времени, а иногда всплывает из памяти этот жалобный стон. Холодная коптерка. Автор К. Бергер. Срочную службу в армии мне посчастливилось провести в Заполярье, Мурманской области. Природа тех мест суровая, но удивительная и красивая. Помимо северного сияния и полчищ комаров, довелось видеть и НЛО, и слышать ночью на болотах детские или женские голоса. Но речь сейчас о другом. Недалеко от нашей казармы, метрах в 50-70, между дорогой к нашему радиоцентру и небольшим болотцем, стоял маленький домик. Одноэтажный, с маленькой прихожей и 2 комнатками. Заколоченные досками окна и большой амбарный замок на двери. Раньше в 50-60-х годах в нем жили девушки-радистки. Позднее, когда мужская часть населения восстановилась после войны, служить стали парни. И домик превратили в склад старых кроватей, матрасов и подушек. В отличие от другой коптерки, где хранилась необходимая в повседневном солдатском быту всячина и находившейся в здании клуба и столовой, его называли холодной коптеркой. Однажды старшина роты послал моего дружка Витю за матрасом в ту самую холодную коптерку. Матрас Витек принес, но выглядел каким-то бледным и взволнованным. «Что, Витек, матрас не хотел отдаваться? Пришлось с ним побороться?» – шутили мы. «Вы не поверите», – ответил Витя дрожащим голосом. «Я там такое видел!» «Неужели старые кровати?» – продолжали подначивать его ребята. «Да идите вы!» Зашел в коптерку, включил свет. Вдруг краем глаза вижу какое-то движение внизу. А это маленький человечек с длинной рыжей бородой. Я отшатнулся, снова посмотрел. А его уже нет. Только борода по полу тянется и за углом исчезает. Я первый попавшийся матрас схватил и деру оттуда. Кто-то не поверил, осыпая Витька шуточками, а кто-то отнесся к рассказу более серьезно, вспоминая подобные случаи из своей жизни. Так или иначе, но к холодной коптерке стали относиться с опаской, стараясь по одному в нее не ходить. Проходя по дороге мимо этого домика, я часто замечал какой-то дискомфорт и желание быстрее миновать это место. Впрочем, необитаемые запрошенные дома всегда вызывают у большинства людей не самые положительные эмоции. Водопровода в нашем радиоцентре не было, только цистерна с НЗ. Питьевую воду на дежурство смена приносила в армейских термосах, а за водой для уборки ходили летом на ближайшую речку. Заодно по пути можно полакомиться черникой или собрать грибов. А в темное время года приходилось таскаться в казарму. Обычно это происходило в 4-5 часов утра, хотя утро в полярную ночь – понятие относительное. Как-то настала моя очередь притащить воды. Взяв емкость, я пошел по дороге. Подходя к холодной коптерке, заметил свет, пробивающийся через щели между досками, закрывавшими окна. Приблизившись к двери, увидел висящий на ней замок. В казарме подошел к дежурному. «Свет в холодной коптерке забыли выключить», – сообщил я ему. «А туда сегодня никто не ходил», – подумав, ответил он. «Странно». Набрав воды, я поплелся обратно. Света в домике уже не было.
Несмотря на ношу, я припустил, что имело сил, и вскоре добрался до центра. Кто это был? Домовой? Коптерный, как иногда мы называли длиннобородое существо? Или, учитывая географию, место и близости Норвегии, кобольд? Странная поляна. Автор Юзер 163. Эту историю мне рассказала моя старая знакомая, с которой мы дружили в детстве. Далее повествование веду от ее лица. Когда мне было лет 12, мама привезла меня к матери моего родного отца в деревню. Это была глухая, почти заброшенная деревенька в Ульяновской области. Понятно, что никаких признаков цивилизации там не было. И единственным развлечением были прогулки по лесам, которые были очень красивыми. Как-то мы с бабушкой собрались в лес за опятами. Я ушла вперед и оказалась перед необычными деревьями. Они росли волнами, и их стволы были похожи на развивающиеся на ветру ленты. Я обошла их и почувствовала необычный запах, похожий на жженый сахар, и увидела чуть голубоватый дымок. Почувствовала даже резь в глазах на секунду, потерла глаза и увидела поляну, всю покрытую благородными белыми грибами. Тут же бросилась их собирать. Собрала полную корзину, потом сняла платок и набрала в него тоже. Потом снова почувствовала знакомый запах и тот же дискомфорт в глазах. Руки мои были заняты, поэтому я вслепую зашагала обратно по направлению к странным деревьям и упала в обморок. Очнулась уже от того, что кто-то нес меня на руках. Оказалось, что я пропала на 3 дня. Меня искали спасатели и военные. Но я-то точно помню, что прошло максимум полчаса. И самое главное, грибы, которые я набрала, были со мной. Впоследствии я вновь побывала на том же месте. Но за странными деревьями были только болота. Так куда я провалилась? Тело Ивана Кузьмича. Странная встреча закоренелого атеиста и неизвестного на кладбище. Автором истории являюсь я, Юрий Тихвинский. Также она находится на сайте Проза.ру под одноименным названием. После 3-го развода я никаких кладбищ уже не боялся. Считал, что хуже быть не может. Да и по натуре я атеист. Если кто-то там умер, то так тому и быть. А все остальное от лукавого. Зовут меня Николай Иванович Марченко. Служил на флоте. Однажды сам утопленника из воды вытаскивал. Потом пожарником работал. Повидал обогорелых и всяких таких. Так что разные сказки про кладбище – это пища для трусов. Наоборот, думаю. Тишина, покой. Летом соловьи в черемухах поют. Буду на лавочке сидеть, закаты там до рассвета встречать. Я с детства люблю на облака смотреть. Однако в один из последних дней апреля произошел со мной странный случай. Начну с того, что раньше, черт знает в какие времена, мимо кладбища проходила трамвайная линия. Может, это была конка, не знаю. Но потом могилы вышли за ограждение, и вот уже едет себе трамвай прямо посреди памятников, а рельсы чуток не до середины кладбища теперь доходят, где и заканчиваются тупиком. Этим воспользовались несознательные граждане, стали возить своих покойников на трамвае. Дешево, удобно, практично. Но вскоре начальство догадалось, а может, местный Салтыков-Щедрин в газету наябедничал, что неправильно это, не гигиенично, и трамвай отменили. А на рельсы рукой махнули. Вот они и ржавеют до сих пор. Но зато сторожу хорошо. Идешь в темноте в обход, с пути не собьешься. И вот как-то раз иду я так в полночь, как и положено по инструкции. Зябко, пахнет мокрой корой, сырость, туман. Телогрейка моя и кепка все пропитались влагой. И как-то так с трамвайных путей нечаянно отступил в сторону. И сразу налетел на крест. Я вправо пошел, чугунная ограда. Как на грех фонарик сторожки забыл. Зажигалкой щелкнул. Вот это туманище, в 2 шагах ничего не видно. Ходил, опять подсветил себе зажигалкой. Мать честная, да это же могила Сулико. Есть тут одна молодая грузинка. К ней 3-й год неизвестный каждое воскресенье живые цветы приносит. И как только угораздило меня так отклониться. Взял влево, иду. И тут смотрю, человек сидит себе у свежей могилки, посиживает. Хвоя на венках еще пахнет, а я ему. «Гражданин, вы кто такой? Здесь нельзя быть, только своим». Повернулся он ко мне и усмехнулся. А я и есть свой. А сам весь дрожит, руки потирает. Вроде как замерз. Да и не мудрено. Лицо его показалось мне знакомо. И я несколько смутился.
Может, какой, думаю, по снабжению или дневной охраны. Я ведь недавно работаю, не всех еще знаю. Козлова, сменщика своего, Трофима, дворника Егора, а остальных не очень. «Отец, закурить у тебя не найдется?» – обратился он ко мне. Я протянул ему папироску из пачки и зажигалкой чиркнул. Действительно, вижу лицо знакомое, худое такое, щеки впалые. От холода посинели. Говорю, а я тут недавно работаю, и что-то, похоже, заблудился. Шел и потерял рельсы под ногами. Да вот они, в 2 шагах от тебя, показал он мне. И точно, как же это я не заметил. Попрощался и пошел обратно. А сам думаю, ну где я этого мерзлявого чудака недавно видел? И тут бац, вспомнил. На прошлой неделе в ритуальном зале гроб стоял. Не иначе в этом гробу он и лежал. Но этого не может быть, соображаю. Глупость ведь, ясно. Где вы видели, чтобы покойники курили? Я, конечно, атеист, но не простой, а любопытный атеист. Сам привык до всего своим умом доходить. Вот тут и начал размышлять. Наверное, он родственник того, что в гробу лежал. Братаны они. Или, может, двойняшки. Один умер, а второй дома от тоски мыкался и не выдержал, пошел к брательнику на могилку. Да и застрял там на ночь. Конечно, все так и есть, подумал я и снова успокоился. И тут меня опять осенило. А как же он прошел? Ворота-то на замок с вечера закрыты. Есть, конечно, еще и служебная дверь. Но ключи от нее только у Елизаветы Климовны, директорши нашей ненаглядной. Разве она дала? В общем, так ни до чего не додумавшись, я вернулся в сторожку, лег на свою раскладушку и задремал. На следующий день я, конечно, навестил странную могилу. Фото упокоенного там не было. Но в холмик свежей земли был аккуратно воткнут деревянный крест, и на нем прикручена шурупами табличка с именем усопшего. Читаю. «Тело Иван Кузьмич». Ну а где тут ударение ставить? Черт его разберет. И что теперь за всем этим может стоять? Ну ладно бы с девицей сидел, тут все ясно. Уединения ищут. Но ведь он один был, как перст. Если человеку дана свобода, он куда хочешь забредет. Это понятно. Была бы только цель и потребность. А какая может быть потребность сидеть одному ночью у свежей могилки? А вот если с изнанки на проблему взглянуть, то живого покойника увидеть – это вам не блоху подковать. Вот такой мой полный ответ. А вообще, это мое конкретное упущение. Спросить бы надо было этого ипохондрика, кто он и откуда. И чего тут расселся? Я ведь сторож, в полномочиях нахожусь. Жаль, не догадался. Бу-бу-бу. Автор Ниника. История моя. Случилась со мной около 20 лет назад. Я редко вспоминаю эту историю, так как даже воспоминания мне неприятны и мучительны, даже спустя 20 с лишним лет. В ту пору, когда это случилось, я работала в оптовом отделе одного крупного торгового дома. В нашем просторном кабинете стояли в 3 ряда столы доброй дюжины сотрудников, и посетители толклись с утра до вечера. То зимнее утро началось как всегда. Ничто не предвещало. Напротив меня сидел нудный заказчик, который долго копался в каталоге, задавал много вопросов по ассортименту, качеству, срокам годности и прочее, и прочее. Я отвечала ему на автомате и при этом не могла отвести взгляда от тучного посетителя в другом конце зала. Он сидел спиной ко мне, вел оживленный диалог с менеджером, при этом постоянно вытирая носовым платком шею и лицо, словно ему было очень душно. Меня же он заинтересовал тем, что я никак не могла сфокусировать на нем взгляд. Контуры его фигуры дрожали и расплывались, хотя других людей я видела, как обычно, четко. В какой-то момент я поняла, что заслоняет от меня фигуру этого мужика какая-то прозрачно-серая субстанция, которая находится у него за спиной. И с каждой минутой становится все ярче, обретает четкие контуры человеческой фигуры в длинной одежде и странно двигается, словно исполняет какой-то ритуальный танец. Танец закончился тем, что полный мужчина внезапно рухнул со стула на пол. Теперь уже полностью черная тень на секунду слилась с фигурой мужчины, но тут же отпрянула от него и плавно полетела к выходу. Уже у самой двери она резко затормозила и обернулась на меня. Я видела, как, находясь на месте, она удлиняется и тянется в мою сторону. Мгновение, и вот она уже напротив моего лица. «Бу-бу-бу!» Она издевательски прокричала это мне в лицо. В детском саду так делают хулиганы, мальчишки, чтобы подразнить противника. Очнулась я на полу вся мокрая.
Мечущиеся в ужасе коллеги вылили на меня чуть ли не ведро воды, чтобы привести в чувство. Мужика спасти не удалось. Он скоропостижно скончался. Рассказ бабушки. Автор Спараксис. Моя бабушка умерла этим летом. Ей было 82 года. Она была в здравом уме, правда, ходила уже потихоньку, как все пожилые люди. Она жила с папиным братом и его семьей, а мы ходили в гости и помогали. Так в один из дней мы с папой были у бабушки дома, и она нам рассказала, что видела, далее со слов бабушки. Сижу на диване, смотрю, женщина с ребенком на руках по дому идет. Я испугалась, смотрю на нее, она заметила, что я ее вижу. Головой кивнула, как будто поздоровалась. Я в ответ ей кивнула. Через несколько дней снова ее увидела. Она в этот раз остановилась у дивана, улыбнулась и говорит: «Ты молодец!» И ушла как сквозь стену. Еще как-то мужчина в клетчатой рубахе так ходил. Посмотрел на меня серьезно и пошел на кухню. Я за ним. Захожу в кухню. Он у окна стоит, смотрит на улицу. Постоял так и вышел в стену. Бабушка говорила, что не сошла с ума, и правда их видела. Он кто они такие, не знает, и заговорить с ними, спросить, зачем ходят тут, кто такие, боится. После этих рассказов позвали бабушке священника. Она исповедоваться захотела. После исповеди священник сказал, что еще 2 раза надо. За день до смерти бабушка собралась в баню. Говорила, что так хочет там помыться, умирать и не планировала. Часов 12 сестра сказала, что слышала, что бабушка с кем-то говорила. Думала, может, с кошкой. Утром в 4 часа позвонил дядя. Сказал, что бабушка умерла во сне. А вечером она говорила дяде: «Сынок, иди водки себе купи». «Зачем мне, мам? Ты чего? Какая водка?» «Да просто». Дядя не пьет, если только в празднике. Зачем бабушка ему это сказала? Вот такая история. Кто-то рядом. Автор Спараксис. Со мной происходит что-то странное, а может, просто стресс от работы и происходящего вокруг. Я не мастер рассказывать истории, но попробую описать, что происходит. Все, наверное, слышали о взрыве на шахте 25 ноября. Так вот, там погибли мои знакомые, родственник и друг. Из-за этого настроения нет, просто апатия какая-то ко всему стала. Это очень страшно и больно видеть, что стало с твоими близкими. Стали сниться странные сны, друг снится, но это может от переживаний. А сегодня подъезжали с мамой к дому, уже темно, но от света фар все видно. Расстояние от нас до дома метров 20. Смотрю, возле дома мужчина в оранжевой куртке. То ли снег чистит, то ли просто в таком положении от ограды отходит. Сбоку не особо понятно. Думаю, папа что-то там делает. Подъехали, никого нет. Мама говорит: «Чего сидишь? Иди гараж открывай». Я ответила ей, что папа тут уже у дома. Может, открывать пошел. Сейчас же только кто-то на дороге был. Мама сказала, что никого не было, и я ее пугаю. Вышла из машины. Вечером шел снег. И следов вообще ничьих нет. Только от наших шин. Зашла в ограду. Думаю, ну тут-то точно будут. Но и там чистый ровный снег. Через час уже поехала на своей машине до магазина, после чего вернулась к дому. Звонил начальник, и я остановилась между нашим домом и домом соседей. Поговорила по телефону, развернулась, поставила машину к дому. Зашла в ограду, там папа. Спросил, кто со мной приехал. Говорит, машина остановилась. Он смотрит, какой-то высокий парень от машины прошел к гаражу. Мы живем в конце улицы, и тут все пенсионеры в основном. Считай, вообще на улицу не выходят. Да и улица узкая, я бы заметила, что кто-то рядом ходит. Как думаете, что это могло быть? Таня, Юрка или псевдоним для полтергейста. Автор истории Афина Паллада. Источник сайт Фостор.ру. Детские фантазии не всегда безобидны. Дети порой способны видеть и чувствовать то, что не дано взрослым людям. Детский страх не просто страх, а нечто посерьезнее. Заранее прошу прощения за длительное вступление. Но что поделать, без него никак не обойтись. Маленькие дети, маленькие беды. Ах нет, не все так просто. Доверчивые, простодушные, впечатлительные, психически неустойчивые и легко уязвимые. Такие они. Малыши. Легко поддающиеся чужому влиянию и легко впитывающие в себя чужую энергию, в том числе и отрицательную. Это не выдумки.
Ребенок способен реально видеть и чувствовать то, что не дано взрослым людям. И это не всегда безобидные детские фантазии. Стоит внимательно отнестись к рассказам ребенка о том, что машинка катается сама по себе и догоняет его. Если он убегает, или когда дети играют в прятки в темном коридоре съемной квартиры и утверждают, что там стоит какая-то тетя в красном венке. И действительно, потом выясняется, что в коридоре висела картина, портрет погибшей дочери хозяйки, и девушка была в венке, в который были вплетены кисти рябины. Но картину-то сняли со стены и убрали, и тем не менее она появилась перед глазами детей. Или вспомнить историю, когда оживают и маршируют оловянные солдатики, как рассказывал маленький Джип из рассказа Г. Уэллса «Волшебная лавка». И когда виноватой во всех бедах оказывается кукла, рассказывающая маленькой девочке о том, кто и как умрет на яхте. Фильм «Тайна Бермудского треугольника» с участием красавчика-латиноамериканца актера Андреса Гарсия. Или фильм «Злой Пиноккио». Таких историй много. И не все истории литературно-кинематографические, увы. Многие слышали о румынской девочке Элеоноре Цугун, ставшей жертвой кусающегося полтергейста, и о психокинетической девочке из Колумбуса Тине Реш. Эти истории из реальной жизни, объяснения которым до сих пор не могут дать ни парапсихологи, ни оппоненты, скептики. История Элеоноры Цугун началась довольно просто. Девочка пошла навестить свою 100-летнюю бабушку-румынскую цыганку, которую все считали ведьмой. На дороге она нашла несколько монет, на которые купила себе сладостей, которые сразу же съела. Но бабушка, узнав об этом, со страхом сказала: «Деньги оставлены дьяволом». И тут началось. Бедная Элеонора. Сколько всего ей довелось пережить, и даже опытные психиатры и парапсихологи, изучая ее, пытались облегчить ей жизнь, но не могли ей помочь. Полтергейст оставил ее в покое только когда она уже стала взрослой женщиной. Я поделюсь с вами историей, которая тоже началась, казалось бы, с пустяка, но стала расти как снежный ком. Это случилось в начале 70-х годов, когда большинство родителей отправляли на лето детей к бабушкам. Вот и маленького Дениску решили отправить к бабушке с дедушкой. Мальчику 6 лет. Он спокойный, послушный, очень симпатичный. На вокзале, когда ждали поезд, подошла женщина. Стала его нахваливать, даже по голове погладила, угостила конфетой. Дениска не привык брать что-то у чужих людей. Но конфета-то была шоколадная, он с удовольствием ее съел. Женщина, еще раз похвалив Дениску и бросив пару фраз его родителям, отошла в сторону и словно сглазила мальчика. Сели в поезд, все нормально. Но в дороге Дениска вдруг начал капризничать, раскричался и расплакался, так что весь покраснел. И другие пассажиры стали требовать от родителей сойти с поезда. Вы же видите, что у ребенка истерика. Он не может дальше ехать. Пришлось сойти раньше времени. На воздухе Дениска как бы пришел в себя, успокоился. Но до следующей станции добирались автобусом. Потом сели на другой поезд. Потеряли уйму времени. И в деревню к бабушке добрались только поздно вечером. Рассказали ей о всех своих злоключениях, на что она и заявила. Сглазили, точно. Родители через пару дней уехали в город и оставили ребенка с бабушкой. Но справиться она с ним не могла. Он стал не просто озорничать, а делать разные гадости и пакости, отвечая, что Юрочка сказал, что так можно делать. То на сетку гоняет, то приготовленные для яичницы яички на пол смахнет. Бабушка тесто поставила, стала месить и обнаружила там стекло. Откуда? Дениска признался, что стакан разбил, а осколки в тесто бросил. Так ему Юрочка велел сделать, потому что иначе бабушка ругаться будет. Чистое выстиранное полотенце почему-то оказалось брошенным во двор к поросенку. Умываться Юрочка не любил. Дескать, если полотенце выбросить, то умываться его не заставят. У бабушки в чугунке в печи томились щи из молодой капусты. Когда бабушка чугунок вытаскивала, Дениска вьюнов вокруг нее крутился и под ноги ей кинулся. Она чугунок выронила и в сердцах воскликнула: «Чтоб тебя черт побрал! Куда ты лезешь?» Слава богу, что они хоть щами не обварились. Но слово не воробей, вылетит не поймаешь. Бабушка все думала, что же за Юрка его подначивает, подбивает всякие гадости делать. Наверное, кто-то из тех городских ребят, что приехали сюда на лето отдыхать. Стала расспрашивать. Никто никакого Юрочку и знать не знает. А тут случилось нечто. Сварила она похлебку для поросенка. Заходит в избу,
А там Дениска прямо ложкой из чугунка это варево хлебает. И несвойственным для ребенка басом говорит: «Как вкусно!» «Что же ты делаешь? Это для поросенка!» – воскликнула бабушка. А он ей опять басом отвечает: «Это настоящая еда, не то, что в твое молоко вонючее». Вот так вот, она так и села на лавку. Стала спрашивать у старушек, что делать, куда идти. Те рекомендовали ей поехать в соседнее село к одной знахарке. Она бы не поехала, если бы не новая беда. Домашняя любимица Мурка окатилась. Дениске строго-настрого запретили подходить к кошке с котятами, но он не послушался. Милая спокойная Мурка вся выгнулась, зашипела и на Дениску прыгнула. Он завизжал, закрыл ладошками глаза. Она его всего в кровь изодрала и еще раз кинулась. Еле оттащили ее. Дениску уложили, промыли ему все царапины. У него поднялась температура. Дед поехал в соседнее село к знахарке. Все ей рассказал по дороге. Та, едва войдя в дом и увидев Дениску, пожевала губами и сказала: «Тут не только с глаз, тут дело похуже будет. Одной мне не справиться». Слово «полтергейст» тогда не знали, а вот слово «одержимость» было у многих на устах. Делая Дениске примочки, она у него спрашивала о Юрочке. Дениска говорил, что Юрочка все время его подбивает, наускивает, мол, делай так, да делай это. А вот Таня, она хорошая. Она говорит, что так делать нельзя. Юрка даже один раз подговаривал с мостика к пруду прыгнуть. А Таня сказала, что нельзя так делать, что бабушка и мама очень огорчатся. На что Юрка ответил: «Фу, трус, бяха!» и больно ущипнул его. У Дениски даже синяк на коже появился. Знахарка лишь руками развела. Еще и Таня здесь. Но благодаря именно ей ничего более страшного не случилось. Куда родители смотрели? Разве можно было чужой незнакомой бабе разрешать своего ребенка нахваливать, да еще и по голове его гладить и угощать чем-то? Я догадываюсь, кто это был, Сысосиха. У них на селе живет такая зловредная баба. Родом она донская казачка, но вышла за их местного мужика и по мужу стала Сысоева. Все ее на селе ведьмой считали, но хуже ее самой младший сын был ее, Юрка. Рос он мальчишкой наглым, подлым и жестоким. С измальства помогал отцу и дядьке, если кто просил быка зарезать или кабанчика заколоть. Ну а уж если кто собирался мясных цыплят, петушков резать, так Юрка всегда готов, крови он не боялся. Всегда мальчишек и девчонок подначивал, подговаривал. И беда пришла. Март был холодный, еще снег лежал. Дети еще на санках катались. Но лед на реке уже тонкий был. И две сестрички-близняшки, которые на санках катались, по его наущению с берега скатились и прямо на лед выскочили. Лед проломился. Глеб Иванович Пьяных схватил под двор, лег на него и ползком по льду барахтающуюся Надюшу вытащил. А вот Таню спасти не успели. Она под лед ушла. Юрку в деревне проклинали, но ему было всего 13 лет. И трагедию назвали несчастным случаем. Второй раз смерть пришла летом, когда городские ребята приехали в деревню отдыхать. Они повадились с мостка в реку прыгать. Юрка городского мальчика тоже подговаривал, чтобы тот не трусил, и вместе с остальным и в реку прыгал. Он и прыгнул, но не ушел вглубь, как остальные ребята, а тяжелым окровавленным поплавком закачался на поверхности. Наткнулся на бревно, на топляк. Это лес по реке сплавляли. И в этот раз все списали на несчастный случай, хотя Юрка больше всех мальчиков подговаривал. Ну а в сентябре смерть за самим Юркой пришла. Ребята на тарзанке маятником с одного края овражка на другой перепрыгивали. Это когда к длинной веревке привязывают перпендикулярно палку, чтобы было удобно руками держаться. И схватившись за нее, как акробат, можно с одного края оврага на другой перелететь. Юрка, который 100 раз уже так перепрыгивал, вдруг ни с того ни с сего не долетел до края оврага и, не удержавшись, вниз сорвался. Овражек был неглубокий, но там коряга с острыми сучьями была. Они его сквозь спину и прошили. Но умер он не сразу. Хоронили его не на местном, а на старом заброшенном кладбище, где все заросло лопухами, репьями да крапивой в рост человека. Там его прадед и прабабка были похоронены, которых на селе ведьмаками считали. С той поры у Сысоевых в хозяйстве беда за бедой. То в курятнике крыша обвалилась и кур подавила, то баня загорела, то монелиоз на вишню напал. Все до единого дерева погибли. На селе говорили, Юрка разгулялся не иначе. Но на то Сысоиха и баба зловредная.
Нашла, как от шумного духа избавиться. Каким-то колдовским обрядом она к соседям его отправила. Может быть, когда к тем во время свадьбы с подарками и угощениями без приглашения заявилась, у них тоже тогда неприятности начались. И так от дома к дому, череда чередой неприятности переходили. А у Надюшки маленькая сестренка Юля появилась. Надюшка всегда говорила, что у нее сестренка родится, что это ей так погибшая Таня говорит. Она как бы ощущала незримое присутствие своей сестренки. На то они и близняшки. Надюшка, подрастая, очень изменилась. Она в силу вошла. Сосед Глеб Иванович Пьяных, который спас ее, утверждал, что когда он руку поранил, она ему кровь заговорила, остановила. Внука его Костю, который покуривать начал, она от курева отворотила, что-то сказав ему. Потом он на папиросы смотреть не мог. А уж дурачка с ней играть не садись. Она все карты будто насквозь видит. Мне Таня подсказывает, говорила она, смеясь. Знахарка посоветовала привести Надю и маленькую Юлю сюда. Дениске не помогли ни крестик крестильный, ни святая вода. Зато помогло молоко. Как только сестренки в дом вошли, маленькая Юлька кисти рук в замок сцепила. Ладошками наружу вывернула и закричала. «Уходи, уходи, а то Тане скажу, а тебя молоком оболью». И к ужасу всех присутствовавших половицы заскрипели. Старые обои затрещали, а одна из створок раскрытого окна громко хлопнула, закрывшись сама собой. Надя налила полную кружку молока и стала насильно Дениску поить. Он отплевывался, брыкался, а она заставляла его. «Пей, пей, Юрка-то с детства от молока наружу выворачивала, иначе не уйдет он». И бабушке сказала, чтобы пусть даже против его воли, но молоком его нужно отпаивать. Матери Дениски, которая срочно по вызову из города приехала, велела найти такие же шоколадные конфеты, которыми его угостили. Это очень важно, чтобы были именно такие, даже если они дефицитные. Как бы Наде не хотелось, но пришлось ей взять конфету и идти на заброшенное кладбище, где Юрка был похоронен. Она взяла песка с его могилы, развернула фантик, насыпала его внутрь и снова аккуратно завернула. Потом с остальными конфетами смешала, бумажный кулек завернула и Денискиной бабушке сказала: «Езжай к Сысоихе на село. Подойдите к ее забору, скажите ей, что благодарите ее, но благодарность ее ей возвращается. И разорвите быстро кулек, чтобы все конфеты рассыпались. Уходите, не оглядываясь, пока она там нужную заговоренную конфету найдет. Что от нее пришло, пусть к ней возвращается. Получится». Она так корову одной соседке заговорила. У нее молоко пропало. Так я на могилу Юрки молоко вылила и репьев там нарвала. И пока разговорами с Сысоиху отвлекали, я ей репьев на юбку насажала. Она визжала, кричала, когда репья от юбки отдирала. У ее коровы молоко пропало, только треть ведра могла надоить. Тогда мама Сысоихи к соседке пришла, принесла хлеб молоком смоченный, ее корове дала и говорит: «Пусть все тогда будет, как и было, поровну». В результате и у той, и у другой коровы молоко вернулось, и та, и другая стали по ведру давать. Вот такая она, Сысоева, донская казачка. И вправду ведьма не иначе. Бабушка сделала все так, как ей Надюшка велела. Когда бумажный кулек рванула, все конфеты по двору рассыпались. Сысоиха от неожиданности рот открыла, а потом ругалась и стала выбрасывать конфеты за забор, одну за другой, но было уже поздно. А Дениску молоком отпаивали. Вялый полтергейст еще наблюдался некоторое время. То кружки с молоком сами по себе трескались, молоко по полу разливалось, то в углу комнаты, где Дениска спал, сами собой обои намокали, то казалось, будто тикает что-то в доме, хотя часы были давно сломаны. Когда дедушка часы отремонтировал, то они все равно вперед забегали. А Сысоевы со своими односельчанами совсем общение прекратили, жили как изгои, ни с кем не общаясь. Бирюки, одним словом. Но в хозяйстве у них не все ладилось. А старший сын новую машину разбил и сам еле в живых остался после автокатастрофы. Рассказ получился длинный, возможно, путанный. Но я пересказываю его так, как услышала. Хотите — верьте, хотите — нет. Постскриптум. Родители, будьте осторожны. Дети смотрят телевизор. Дочка моих знакомых увидела мультфильм. Там злые снеговики с ужасными рыбьими глазами и улыбками, напоминающими оскал акулы, которые больше напоминали пугало на шесте, дружно пели, лишь бы не было весны.
и своим видом так напугали девочку, что она стала бояться всех снеговиков, даже симпатичных. Она наблюдалась у детского психолога, потом у психиатра, и никто ничего не может поделать. Вид снеговиков приводит ее в ужас. Все это очень печально. А маленькая дочка Джиллиан Андерсон, героини сериала «Секретные материалы», росла на съемочной площадке среди разных зеленых человечков, элонавтов, монстров и чудовищ. Но пришла ужас, когда на вечеринке у друзей у Джиллиан увидела актера, который вылез из трубы в костюме Санта-Клауса. Не чудовище, а Санта привел ее в ужас. Девочка тоже наблюдалась у психолога. Не все мультфильмы и фильмы безобидны, помните, товарищи взрослые, что психика у детей неустойчива. А если даже малыш и натворит что-то, нельзя его в сердцах посылать ни к черту, ни к лешему. Стоит лишь пожуриться словами: «Господь с тобой, ангел мой, что же ты делаешь? Нельзя так». И этого будет достаточно. Как жулик в карты играл. Автор Аполлинария. История реальная. Был у меня родственник, которого все называли жулик. О том, что он был ранее судимый, из окружения его, наверное, не знала только я в силу своего малолетства. И как-то об этом узнала я от него самого. И рассказал он мне, между прочим, такую историю. Дальше с его слов. Посадили, значит, жулика за кражу первый раз. Он на зоне, как только прибыл, стал вести себя неправильно, не по понятиям, и повздорил в камере с каким-то зэком. Дело дошло до того, что тот пырнул его заточкой. Жулик упал и потерял сознание. Через какое-то время приходит в себя, смотрит, а он в камере и думает: странно, чего ж не в больничке? Видать, травма несерьезная. Смотрит, в камере за столом спиной к окошку сидит пахан. Тут пахан ему и говорит: «О, брат, пришел в себя? А ну-ка иди сюда, сыграем в картишки». Но жулик думает: отчего не сыграть? Сыграю. Садится за стол спиной к выходу, и они начинают резаться в очко. Играют, смотрит жулик, что он по очкам проигрывает. Жулик занервничал, немного мухлянул, но еле-еле отыгрался. И как только он выиграл, пахан подскакивает и пинает его ногой в грудь. Чуть ли не как в фильме про Спарту. А жулик кричит: «За что? Я же выиграл!» Упал, потерял сознание. Приходит в себя, а его везут по коридору вперед ногами. Ну все, думает, нифига себе, приложил меня пахан так, что на больничку попал. Спрашивает у санитаров, что, мол, приложил меня пахан за нечестную игру. А те ему говорят: ты что, мол, дурак, тебя ж заточкой пырнули. Да так, что еле-еле с того свету вытащили. Еще б немного и помер. Прошло какое-то время, жулик вышел из тюрьмы. Успел где-то накуролесить и сесть по второй ходке. И снова он поругался с кем-то, и в столовой его снова пырнули заточкой. Опять потерял сознание. Пришел у себя в камере. Смотрит, сидит опять пахан и говорит ему: «Ну что, брат, давай опять в картишки резаться». Жулик говорит: «Давай». Опять сели они играть. Играют, а жулик все думает: что же делать? Пахан-то выигрывает. В общем, крутился, да опять начал мухлевать. Еле-еле выиграл. Пахан подскочил, да как пнет его опять ногой в грудь. Тут опять головой в дверь и потерял сознание. Когда пришел в себя, уже ни у кого ничего не спрашивал, чтоб за дурака не приняли. И вот, когда сел жулик в третий раз, снова с ним произошло несчастье. Но тут уж ни от кого не зависело. Лопнул у него аппендицит. Пошел перитонит. А как на зоне лечат, всем известно. То, потеряв сознание, он снова очутился в камере. А там пахан. Брат, ну третий раз уже не уйдешь», — говорит. «Садись-ка за стол, будем играть». Вот тут у жулика все похолодело внутри. Понял он, что с нечистым играет. И бой у них, говорит, был не на жизнь, а на смерть. Так играл, как никогда в жизни. И все боялся проиграть. Еле выиграл. Поднялся пахан, да как мнет его. «Фартовый ты, тварь!» Сидел, конечно, жулик еще несколько раз, но старался конфликты обходить стороной и в серьезные неприятности больше не попадал. И рассказал мне эту историю уже в старости. Бабушкин дом. Автор П. Марьям. Хочу рассказать историю, связанную с бабушкиным домом, в котором я проводила каждый год летние каникулы. Дом находится в городе Каменск Ростовской области. Раньше он принадлежал казачьему атаману. Мама рассказывала, что когда бабушка с дедушкой перестраивали вход, ломали стену. Наткнулись на старые деньги. Было их очень много. Но толку от них было в то время, когда нашли, 0.
Во дворе стояла большая конюшня, переоборудованная в дальнейшем под большой сарай. Позже ее разобрали и сделали маленьким сарайчиком. Мне всегда было страшно в нее заходить. Ощущения были такими, что там кто-то прячется и наблюдает за тобой. Особенно страшно было смотреть на всегда открытые ворота этого сарая-конюшни вечером из окна дома. Вход напоминал огромную зияющую черную пасть. Но истории больше относятся к дому. Писать художественно не умею. Постараюсь описать своими словами. Первое. Моя сестра рассказывала, что однажды, когда она была маленькой, увидела домового. От ее лица. Лежу я на кровати, и вдруг в ногах у меня появился лохматый белый шарик. Он как-то стал со мной играть. Я его, шутя, ногой и пнула. После чего он озверел и стал тянуть меня за волосы с кровати. Больше она ничего не помнит. Вторая. Я была маленькой, может, года 2-3. Помню, как спала еще в детской кроватке. Так вот, в памяти такая картина. Лежу в кроватке, не спится. Рядом бабушка на диване спит, а кроватка моя находилась в углу. Край кроватки заканчивался ровно там, где начинался дверной проем, обрамленный балдахином. У бабушки почти все двери были увешаны балдахинами. И вот я вижу, как какая-то старуха выглядывает из проема двери, одновременно одной рукой прижимая края шторы, чтобы лучше меня разглядеть, а второй рукой она указательным пальцем прильнула к губам. «Тише!» Помню, как я кричала, но бабушка меня не слышала. На этом память обрывается. Но история получила продолжение. Я чуть подросла, может, 5-7 лет, и наткнулась на бабушкин семейный альбом. Каково было мое удивление и испуг, когда на одной из фотографий я увидела ту старуху, которая на меня смотрела в детстве. Это оказалась моя прабабушка, которая умерла задолго до моего рождения. Всегда было страшно находиться в этом доме. И не мне одной. Но так вышло, что из всех внуков я больше всех проводила времени у бабушки. Соответственно, мне есть что вспомнить и рассказать. Вспоминаю, и у меня опять кровь стынет в жилах. Третье. Постоянно стучали ночью в окна. Так как раньше не было пластиковых окон, стук среди ночи в громыхающие окна всегда вызывал ужас. И у меня, и у мамы. И у всех, кому доводилось ночевать в этом доме. Четвертое. Боялась смотреть в окна, когда за окном было уже темно. Постоянное ощущение того, что на тебя смотрят с той стороны, но ты никого не видишь. Пятое. Рассказывала соседка, царствие ей небесное, тетя Аня, что когда умирала прабабушка, умирала она очень долго и тяжело. Пришлось дыру в крыше делать. Как сделали дыру, пришел мой дедушка к тете Ане и сказал: «Слава Богу, умерла старая ведьма». Что он этим хотел сказать? Или это просто к слову? Или он что-то знал? От тети своей знаю, что прабабушка была баптисткой, но без подробностей. Шестая. В 15 лет заканчивала 10 класс у бабушки. С нами жили 2 квартирантки, Аня и Наташа. Расположение комнат в доме было следующее. Заходишь с улицы в коридор с 3 дверьми. Правая – вход в кухню, левая – вход в комнату. Как правило, она всегда сдавалась. Мы ее называли квартирантской. Дверь прямо в большой зал. Из зала прямо комната без двери. Мы там спали с Наташей. Дверь слева под балдахином, вход в другой маленький зальчик, из которого попадаешь в комнату к бабушке. Как я написала ранее, с Наташей я спала в одной комнате. Аня спала в квартирантской комнате. Мы любили с Наташкой ночью прийти к Ане после того, как бабушка заснет. Бабушка очень не любила наши посиделки. Думала, что мне маленькой со взрослыми девочками не стоит общаться. Не по годам сверстницы. Так вот, как только бабушка засыпала, а этот храп мы слышали очень хорошо, мы с Наташкой потихоньку покидали свои кровати. И к Аньке. Но в ту ночь, о которой пойдет речь, Аня попросила нас не приходить, так как завтра у нее экзамены в техникуме. Ей нужно было выспаться. А спала она очень крепко. Она относилась к людям, которых хоть из пушки стреляй. Не проснуться никогда. Больше я таких людей в своей жизни не встречала. Ну так вот, лежим мы с Наташкой, болтаем о своем, о девичьем. И вдруг слышим, как открылась Анькина дверь. Характерный скрип тяжелой деревянной двери. Как протопали ноги на кухню. Как открылся кран с водой, как набралась вода в стакан. Как протопали ноги обратно с кухни в Анькину комнату. Как закрылась дверь.
Думаем с Наташкой. Вот гадина. И мгновенно подорвались к Аньке. Открываем дверь, а она сопит. Заходим, говорим. Хорош притворяться, мы слышали, как ты тут ходишь. В ответ тихий мерный сап. Стали ее дергать, будить, думая, что она прикалывается и изображает из себя спящую. Каково было наше удивление, когда мы ее растолкали минут через 5 и услышали свой адрес только брани. «Я же просила вас меня не будить. У меня экзамены с утра». Ушли мы с Наташкой в свою комнату в полном недоумении и ужасе. Кто это был? Бабушка не могла. Она бы мимо нас прошла. Двери из нашей комнаты в зал не было, только балдахин. Да и она должна была бы дверь открыть, чтобы попасть в коридор. А наша дверь с другим характерным скрипом. 7. Стою на кухне, мою посуду. Вечер. Окно в кухне только одно. Выходит во двор. Но не на сторону с конюшней. И смотрит мне в спину. Чувствую, как на меня кто-то или что-то смотрит. Потом слышу, как с потолка посыпались комья на пол. С характерным звуком, когда падает комок грязи и при ударе рассыпается. Оглянулась. Вижу большие комья грязи с рассыпанным вокруг них песком. На потолке никаких отверстий, из которых они могли бы вывалиться. Кинуть их никто не мог. Окно закрыто. В коридоре никого не было. Как я чухнула с кухни. Прибегаю к Наташке с выпученными глазами. Она еле меня успокоила. Пошли смотреть. На полу разбросаны куски грязи. В доме кроме нас больше никого нет. После этого она утвердилась в своем мнении, что нужно искать новую комнату и валить из этого дома. 8. Приехала к бабушке в последний раз, когда мне было 18 лет. Бабушка сломала шейку бедра. Ей было 84 года. Я была с ней месяц, потом приехала мама. Через 2 месяца бабушка ушла в мир иной, не выдержав тех мук. 1996 год. Медицина в том городе не на высшем уровне, если не сказать хуже. Последние месяцы жизни бабушки были просто ужасными. Может быть, опишу их в другой истории. Уж очень личная. Первый мой вопрос в первый вечер. «Бабуль, как ты тут? Ничего странного?» Она. «Да я уже привыкла. Сегодня просыпаюсь, рядом с моей кроватью стоит мужчина в саване. Я сползаю по стене на пол. А ты что?» «Бабушка». «А что я?» Повернулась к стенке и продолжила спать. Если она так реагировала, что ей пришлось пережить в этом доме, о чем она никогда не рассказывала, чтобы у нее появился стойкий иммунитет ко всему происходящему. Даже страшно подумать. 9. Когда бабушка умерла, в доме стало происходить что-то невероятное. Взорвался водопровод. Перекрывали воду на районе, чтобы устранить аварию. В ночь, когда бабушка еще лежала в маленьком зальчике, мы с мамой ночевали вдвоем в квартирантской. Лежим, разговариваем. Мама мне рассказывает все ужасы, с которыми ей пришлось столкнуться, когда меня не было. И вдруг мы слышим, свет включен, как с потолка высыпали ведро песка. Смею заметить, что у нас обои поклеены на деревянные стены. Звук был такой, как будто бы песок высыпали между обоями и стеной. Естественно, вскочили. Все чисто, ничего на полу нет, никакого песка. Обои ровно приклеены к стене. В доме мы втроем, мама, я и бабушка в зальчике. Все прекратилось, когда мы позвали священника, чтобы он осветил дом после похорон. Дом был продан после смерти бабушки и перестроен. Видела его со стороны однажды. Не узнать. Как там живется новым хозяевам, очень интересно. Но, к сожалению, узнать не имею возможности. Долго меня преследовали кошмары во сне, связанные с этим домом. Как будто за мной гонится какое-то зло. Его не видно, но я всеми порами ощущаю его, убегаю в ужасе. Просыпаюсь в холодном поту. Ужасные сны прекратились 15 лет назад, сразу после того, как я вышла замуж. Интересно знать, что творилось в доме. Почему, может быть? Негатив, связанный со старым владельцем. Всем спасибо, что дочитали. Буду рада услышать любые предположения. Источник сайт Фостор.ру. Странности и малыш. Автор «Приоритет». Переехали мы в новую квартиру в феврале 2015-го. Прежние жильцы – приятная семейная пара с 2 детьми, ожидающие 3-го. Я в тот момент была тоже на последнем сроке. Все странности начались с появлением малыша. 1. С первых дней после роддома и больницы ребенку требовался докорм молочной смесью.
Муж сходил в аптеку и купил пачку. Смесь самостоятельно мы разводить не умели, поэтому долго и тщательно вчитывались в инструкцию на пачке. Муж открывает коробку и не находит мерной ложки, которая должна идти в комплекте. Я отправилась шерстить интернет на предмет того, как сделать смесь без ложки. Вроде кое-как развели и накормили. Вечером того же дня я обнаружила мерную ложку из коробки на пеленальном столике в дальней комнате. Как она там оказалась? Коробка со смесью дальше кухни и коридора не проносилась. В дальнюю комнату мы с утра не заглядывали. И мы, и малыш находились весь день в зале. Вторая. Чистить зеркала на огромном трехстворчатом шкафу без разводов у меня все никак не получалось. Прямо под этими разводами появились идеально прочерченные параллельные полосы. Муж бы это делать не стал, а сын еще даже ходить не умел. И на такую высоту бы не дотянулся. А жили мы втроем. Мама говорит, что это домовой. Надо мной подшучивал за неряшливость. Третий случай самый странный. Мужа в тот вечер дома не было. Ребенок уже спал. Я настирала детских вещичек и пошла развесить на сушилке в детской. Развесила. Стала прибирать игрушки. Все это в полумраке. Свет только в окно от уличных фонарей. И тут замечаю комочек на подоконнике. Подошла убрать и понимаю, что это влажная и еще пахнущая порошком распашонка, которую я только повесила на сушилку. Переложить ее никто точно не мог. Я дома только со спящим сыном. С головой у меня тоже пока хорошо, чтоб помнить, перекладывала я вещи или нет. Да и к чему? Только выстирано же. Четвертое. Недавно малыш начал говорить и порой смеется, указывая в пустоту со словами «тетя». Тогда волосы у меня на голове немного приподнимаются. Особой мистики и завывающих привидений в моем рассказе нет. Но вот такие небольшие странности в доме присутствуют. К тому же до сих пор многие пропавшие ранее вещи находятся в углу под тем подоконником, на который переместилась распашонка. Ребенок туда залезть не может, и потому это не он их туда складывает. Может, я иногда себя накручиваю, но самоперемещающиеся ложки и распашонки имеют место быть.